Раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять. Всем привет! Вы на канале Польза Стрима, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, если хотите, чтобы в режиме онлайн продолжали, уже в течение года, кстати, продолжали, мы встречаемся так, тесты смартфонов, для того, чтобы вы могли прийти, что-то спросить и увидеть в реальности, как это все дело происходит, а не со слов кого-то, потому что, как вы прекрасно понимаете, лучше один раз увидеть, чем тебе один раз что-то там скажут. Если хотите помочь каналу, не забудьте подписаться на этот канал с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Если прям совсем хотите помочь, есть секретная телега, подпишитесь и на нее, она, по-моему, идет второй в описании. И если вы планируете себе купить какой-то смартфон, она, скорее всего, сэкономит вам больше, чем заберет. Но, опять же, это кто хочет, подписывайтесь, кто нет, то, разумеется, не подписывайтесь. Это полезный спонсорский канал. Второй. Такая альтернатива спонсорству, которое раньше было на YouTube. И вы просто оплачиваете это дело звездами, а не деньгами, если что. Звезды в телеге покупаются, как и все подобное. Но начнем. 15 Pro это смартфон, как и 15, который вряд ли вы купите в китайской версии, но вдруг, если вам интересно, на что способен этот смарт, в Sunlight моде давайте 1300 люксов, с Edit я его не обновлял, для того, чтобы вы насладились английским языком, а напоминаю, что Xiaomi идет с английским языком, бенды все. Трудности часовых поясов сейчас 2 часа 30 минут у меня. Нет, это не трудность часовых поясов. Это трудность того, что я тестировал смартфон классическим образом, как мы любим, в съемке. Максимальная съемка у него 4 часа 54 минуты, почти считайте 5 часов, 85 гигабайт. Он со 100% почти до нуля разрядился. И, точнее, не почти, а до нуля разрядился. И вот сейчас только он, получается, ожил для того, чтобы там 81% я набрал, чтобы иметь возможность прогнать его при вас. Это, к слову, S25 Ultra, который мы будем гонять скоро. И это... Так, 5 секунд. А это S25. Вот они мне пришли. Сегодня, кстати, рассказывал, сколько они должны стоить. По мне, они должны стоить где-то 70 и 85. Напоминаю, что если зашли... Вам так контент такой гипотетически когда-то будет нужен, поставьте лайк. Остальное мелочи жизни, потому что все эти мои стенания, подпишитесь на телегу эту, не хотите, не подписывайтесь. И обязательно, разумеется, если интересуют какие-то смарты, скачивайте исходники в моей личной телеге. Там я сейчас и миниатюру загружаю. То есть вы сразу можете оценить, насколько хорошо смартфон может не просто... сфотографировать, потому что это не особо важно. А нам важно обычно, как в социальные сети все это дело выгружается. И вы можете как раз оценить. 5 секунд включу свет, который будет очень сильно мучить камеру, но зато у нас будет атмосферненько. Может быть, кстати, какой-нибудь другой свет потом подрублю. А по поводу розыгрыша, кстати, какой iPhone? Poco X6, X7 Pro Iron Man мы разыгрываем в конце февраля, а вот на следующий стрим, я думаю, я буду гонять S25, мы будем разыгрывать Poco X6 Pro. Еще 3 месяца, 4 может быть, скорее всего 3, а потом уже до конца года X7 Pro раз в месяц. И в ВК есть отзывы победителей, там мне периодически дети какие-то там дошкольного возраста, скорее всего, прибегают рассказывать про розыгрыши. Розыгрыши не в большом количестве проходит 7 лет, и настроено на то, чтобы у меня выигрывали подписчики на 99%, поэтому если вы первый раз, то да, сегодня пиджак. Поэтому, если вы в первый раз, вероятность выиграть нулевая. То есть, если вы не смотрите канал, это исключительно мотивашка для подписчиков. Так. Все, главный экран. S25 пока настраиваю потихонечку. Он там что-то качает, но меня больше интересует, как вас... Ой, какой он плавненький. Они же специально делают, вот, ну, опять же, это домыслы, что в новых флагманах у тебя супер все плавно и классно, а потом уже прошивки каким-то магическим образом их чуть-чуть заставляют подтупливать. Где видеосъемка лучше? Понеслась.
Что лучше, только через донат. Вот верхняя ссылка. Почему? Потому что я ненавижу отвечать за такие вопросы. Такие вопросы могут задавать два типа людей. Первое, люди школьного возраста, которым лень смотреть обзоры и у которых нет денег на эти девайсы. А второе, люди, которые на канале не нужны, потому что они не имеют способности анализировать и сравнивать что-то для себя. А если их интересует мое мнение, по факту оно не интересует их. Им просто хочется поболтать о чем-то школьном и не посмотреть топы. Топы на канале, осильте себя, посмотрите. Новые топы будут в феврале, если вам прям вот совсем лень думать. А примеры видеосъемки не посмотреть, учитывая, что у меня в обзоре все плюются, 60% сравнения видео и примеры видео, но это вообще жесть. Так что, Артем, либо вы стебетесь над родителями, либо над нами сейчас. Приветствую, если у вас iQOO Neo 10 Shadow, конечно, нет. Это единственный смартфон, который мы знаем на канале. Какие конкуренты могут быть у iQOO? Никаких. А вам сколько лет? 12... Кто детей пускает в интернет до 10 часов вечера? Что за жесть? Кларк, привет. Через годик, да, я думаю, S25 уже будет через месяцев 8 неплавненький. Но они всегда радуют, когда ты их только открываешь, и ты такой, вау, какой ты плавный, какой ты клевый. Странно, что никакого ПО нового еще не прилетело. Может, сейчас прилетит, хотя вот показывается значок обновления. Лев, ну вот пока так. Мне так ближе. И не так звучит эпично. Просто братство железа и все. Денис, привет. Спасибо, что зашел. Рад тебя видеть. Марина, привет. Владимир, все по поводу того, что лучше, либо подписывайтесь на ТГ закрытый, я там вам отвечу, так и быть, либо через донат. Почему? Потому что вам не важно, что купить. Обычно я сейчас вам объясняю позицию, вот каждый стрим объясняю позицию. У меня, допустим, было, ну вот я служил там 20 лет, у меня была зарплата в какой-то момент времени там 60 тысяч рублей. Денежное довольствие. Я вам клянусь, я не знаю ни одного инженера, который со мной служил, кто бы у кого-то что-то спросил, а купить мне это или это. Это реально, как нужно не ценить свои деньги, чтобы тебе важно было, чувак какой-то из экрана, не зная твоих потребностей, не зная твоих материальных возможностей, не зная того, что ты вообще использовал, какие у тебя просто вот зеленое или сладкий. Ну вот уровень вопроса. Высшее образование — это как из разряда спрашивают, зачем получать высшее образование. Я отвечу стандартным клише, чтобы уметь задавать вопросы. Ну то есть, когда ты умеешь в первую очередь самому себе. Старый Рекс, до чего дождались-то? А как ты, кстати, 2 сообщения отправил в 1 минуту, если у меня ограничения? Лев Богус, привет. Да какая разница, она просто продается в стекле здесь и все. Мне не важно в чем. Я не думаю, что я вечен. Меня завтра могут снести на байке. Я говорю, за последние 3 дня здесь столько было ЧП просто. Людей со встречки, там, машины, и все, 2 человека. На байке. Говорю, все ходим так, что завтра ничего не случилось, и хорошо. Как мне написали, зожевец. Не зожевец вообще. Артур, твое право. В этой ценовой категории много смартфонов. Я говорю, вы хотите увидеть мой топ, вы увидите его в феврале. В тридцатник очень много всего. Выбрал ли я бы китайский Neo 10 вместо Poco X7 Pro? Конечно, нет. То есть ты выбираешь дороже китайца, чем дешевле глобалку. Почему? Потому что название красивое? Ну окей. Потому что iQOO ближе бренд? Окей. Лев Богус, да многие вопросы отпадут. Одно дело обсуждать какие-то конкретные вещи, то есть, допустим, не знаю,
Почему Bluetooth в Harman Kardon версии 4.2, которая стоит 20 тысяч рублей, на которой я сегодня делал шортс? Что это за дичь? Ну, то есть это чем-то человеку поможет, и аудитории тоже. Что нужно сначала спеки посмотреть, потому что на коробке, допустим, этого было не написано. Подавать вопросы не надо высшего образования. Владимир, чтобы вопросы имели какую-то ценность, надо, к сожалению. Ну вот, по-моему, вы как раз яркий пример, нет? Это кто вам сказал, что Neo 10 лучше батарею смут? Вот магия, опять же, я не по поводу этих смартфонов. Единообразие и безобразие, как у зеленых человечках. Есть один у меня простой тест, PC-Mark. Посмотрите, сколько часов что в PC-Mark выдает. Потому что все эти тесты из разряда, у меня там сегодня было 5 часов активного экрана, потому что я 3 часа использовал его как навигатор, а завтра я уже катался там, где он еле ловил, и он, там высаживалась батарея, потому что я постоянно смотрел YouTube на максимальной яркости. Вы не знаете условий. Вот штатно у меня в PC-Mark все гоняется на максимальной яркости. И что показывает большие цифры, при средней температуре по больнице, при стандартном использовании будет дольше жить. Ну, видите, как хорошо. На Алишке 26, в ритейле 43. Ну, кто-то же купит, кто-то не умеет пользоваться интернетом. Павлик, понеслась. Война китайцев. Я вас прошу эйсы не упоминать на моем стриме в Суе. Почему? Потому что Ace 3 Pro, который я покупал, он не поддерживал обновления, хотя у него была инженерная прошивка и вроде бы круто, но без обновлений смарт за такие деньги покупать идиотизм. Но, опять же, я его покупаю, чтобы его продавать после обзора. А так кто-то купил. И Ace 5, Ace 3, если вы уверены, что вам никогда не прилетит блокировка, и ходить... Ну, вот как вам объяснить? Вы ходите и обтекаете в ожидании, ну, понимая, что вы покупаете смартфон, чтобы с кем-то договариваться, чтобы его разблокировали, ждать разблокировки, потом объяснять человеку, который у вас будет когда-то его покупать. Ну, это такая дичь, это самоунижение. Они не хотят, чтобы вы покупали китайские смарты заблокированные. Вы хотите продолжать их покупать? Покупайте. Но, пожалуйста, продайте мне. Пожалуйста, не блокируйте. Серьезно, других брендов нет. Я очень люблю OnePlus. Больше, чем я, за него никто не топит. Но объективно вот эти всякие эйсы... Зачем? Чтобы что? Чтобы с пеной у рта всем доказывать, что ты купил что-то, и оно точно не заблокируется. С большей батареей. Но агрегация частот китайской. Но она, конечно, не влияет. Там уже модули народ перепрошивает. Сейчас перекупы начнут перешивать модули, чтобы агрегация была другая. Ну, посмотрим. Посмотрим, насколько трубок и моделей их хватит. И как это будет выходить по деньгам. Алекс Танк, вам спасибо, что зашли. Лев Богус, привет. Red Magic 10 Pro будешь обозревать? Я его купил, Артур, а буду или нет, я решу потом. Я некоторые вещи покупаю и не обозреваю. В итоге я их продаю до того, как распаковал. Пью сейчас. Вот сейчас пью. Но это первый кофе за сегодня, а сейчас у меня 2 часа 51. То есть почти 3 часа ночи. Артем, может быть, что-то выйдет. Оно вам вот 99% по Артем проблема в том, что вы не будете делать выводы на базе моих топов. Потому что вам делать выводы на базе моих обзоров лень. Но вам не лень приходить на стримы. Это прям очень сильно удивительно. Стас, нет, еще раз, дешевле, чем в России, никакие смартфоны купить нельзя. У вас может быть другой опыт. Ну, кроме айфонов. Айфоны можно купить дешевле где-то и потом еще получить просто таможенный, как это называется, tax-free.
при вылете из какой-то страны. Но опять же, если ты куда-то летишь, совместить приятное с полезным. Михаил Филин, вы первый раз здесь, да? Первую строчку читайте в описании и не приходите или не спрашивайте. То есть уровень вообще вопроса. У человека, во-первых, меня зовут Саня, у меня есть основной канал Польза.нет. Если вы обратите внимание, из тех 2 смартфонов, что вы указывали, на один из них у меня не было обзора. И один из них в 2 раза дороже. Ну, то есть это уровень вопроса из разряда, вот просто такая жесть. Что у вас с головой? Сколько вам лет? Давайте такой специальный этот. Что 320 люксов после первого же прогона. Плохо ему. И это без чехла. Но, повторяюсь, 5 часов у нас отснимал в 4К 60 FPS. Лорд, вы... То есть вас заставляют. Если вас заставляют что-то брать, берите. Я же не знаю ваши условия. Может, у вас там, не знаю, покалечат, не выпустят. Ни то, ни другое я бы не купил. И то, и другое просто шлак. Но вы можете купить оба, если вас заставляют покупать. Puro 70 Pro бэушный стоит 43-45 тысяч на некоторых платформах. Как вы думаете, стоит ли покупать Puro 70, а не 70 Pro за 60? За 30 да, за 60 нет. Не знаю, Александр. Но это не ко мне, это к Xiaomi. Там будет глобалка или нет? Наверное, будет глобалка чего-то. Либо ультра, либо прохи. Я нулевой инсайдер. То есть моя, наверное, как это называется, суперсила, что я нулевой новостник и нулевой инсайдер. Я говорю, а даже вот лежат S25, S25 Ultra, а я ни один, ни второй не смотрел ни одного обзора до покупки. Ну, то есть, как бы это не моя тема вообще. Все. Переход произошел. Не про меня это. Так же, как про новости. Я не читаю новости. Я вижу, продается тема. Либо вы мне кидаете, говорите, допустим, Саня, такой-то девайс вышел, и я его бегу покупать. Все. Потому что вы в большей теме. Я вон занимаюсь чем? Прожаркой, примеры фото, видео, обновы, тесты, закупки, продажи. Днище, Артур. Если вы еще раз будете, вот еще и чё, вам сколько лет, Артур? Артур, вот вы зачем пришли сюда? Нервировать людей? Чё? Не чокаем. Александр Курочка, рад вас видеть. Так вот, кстати, недорассказал по поводу... Я могу купить Honor. Его уже здесь продают по 26. И плюс еще браслет бесплатно. Оно вам надо, это шлак за такие деньги. То есть ты берешь Poco X7 Pro и Honor это просто какой-то стёб. Стёб из разряда, как освоить несколько сотен миллионов на рекламу. Потому что народ все равно купит. Керус, я не хейтер вообще, кого я унижаю? Мы просто не любим школьников и дошкольников. Опять же, мы любим и уважаем школьников и дошкольников, которых у нас 2 землекопа, но желательно, чтобы у них включался мозг. Игорь, вы можете купить Ace 5 и Ace 5 Pro. Я еще раз вам повторяю, купил Ace 3 Pro, очумел его продавать, он у меня был без обновлений, и Ace блокируются. Зачем покупать Ace? Чтобы доказывать, бить пяткой себя в грудь и рассказывать, что они не блокируются. Ace 3V я покупал, потому что это необычный смартфон. Ace 5 и 5 Pro, ну, я думаю, вы догадаетесь, что это за смартфоны, да? Брал айкушку Neo 10 и Poco X7 Pro. OnePlus нравится оболочка. Я вообще ничего не понял из Мины Сингера. Перечитайте ваше сообщение. Вы что-то там покупали, что не является OnePlus, но вам нравится OnePlus. Nord 4 есть OnePlus до 35, если вы не знали.
Кьюферус, ну каким-то школьникам не надо работать. Какие-то школьники родились в очень богатых семьях, и все. Но да, желательно, чтобы они отучились все-таки окончательно. Смартфон за 30 это сплошные компромиссы. Сиплекс и смартфон за 100 это сплошные компромиссы. Вы видите 300 люксов после первого же прогона. То есть будем объективны, нет идеальных вещей. Девушка высмеяла за то, что хожу с андроидом. Тарас, если вас девушка высмеивает из-за денег или из-за каких-то железок, я думаю, что вы очень с легкостью можете ее менять. Это примерно так же, вот, допустим, ну, люди не должны так друг к другу относиться, правильно? Это как некоторые женщины не считают мужчин за мужчин, у которых нет машины. Я считаю это неправильным. У меня никогда в жизни не было машины и не будет. Потому что, ну, в моей вселенной, если у тебя есть деньги на машину, у тебя есть деньги на квартиру. А квартиры лишней не бывает. Вот. И опять же, у каждого свое. У некоторых работа прямо на машине. А если женщина тебя за телефон еще как-то журит, проще, чем телефон, поменять знакомую. Вот прям 1 000 000%. Есть девушки, которым не важно с каким-то телефоном. Ей как бы и не должно быть важно. По идее. Извините, если я как-то не так рассуждаю, мужики, но это какая-то вообще лютая дичь. Мне 25. Я могу штук 10 Pro Max'ов последних купить. Но вхожу с Vivo X100 Ultra. Если у тебя есть на 10 Pro Max, у тебя есть 1,5 мульта. Если у тебя есть 1,5 мульта, и ты ходишь с китайским Vivo, и на нем у тебя кошельки, ты бесстрашный и очень богатый чувак. Наверное, если бы я был настолько же богат, я бы тоже ходил с телефоном андроидом. Без Face ID на банковских приложениях и на криптобиржах. Но как бы ты слишком богат, чтобы я тебя понял. Еще и 100 Ультра. У меня, кстати, нет на 10 Pro Max'ов. Смарт за 20 000 после обнов. Тоже компромисс, конечно. Света, привет. Если девушка скажет что-то про мой смартфон, отправится в метро домой. Кьюверс, ты к этому? Ну, не надо быть радикальным, но вообще, говорю, относиться к людям через деньги. Вот мы к женщинам относимся, мужчины. Кто-нибудь, вы относитесь к женщинам через деньги? То есть у нее там нормальная зарплата, ты с ней общаешься. Это какая-то дичь. Дичь. Спокойный человек, да, и опять же, я очень люблю противоположный пол, и они молодцы, но некоторые вещи, вот как вы, я просто такой, мне 41 год, я почему-то ни разу не... Но если я смотрел на смартфон девушки, то только чтобы ей подарить смартфон. Но точно не для того, чтобы ее оценивать, что ты типа чего, очумела что ли? Где твой iPhone 16 Pro Max? Беженка там или не знаю, ну, короче, жесть. Вы улыбнули, спасибо за честность. Все правильно, мы же не обсуждаем почти всех девушек, которые проходят с айфонами. Да, Кларк, однозначно. Нет, Богус. Я говорю, мне не верят, что было время... Ну вот когда я был молод, девушка и правда могла легко спросить у тебя в Клубаке, есть ли у тебя квартира или где живешь, а есть питерская прописка или нет. И мне могут что угодно говорить, что это выдумка. Нет, это не выдумка. Я из клубов не вылезаю. Я до сих пор из клубов не вылезаю. То есть сейчас я вышел из... Ну, я пришел из Клубака. Как бы... Ну, люблю я клубы. И... Артем, к чему это все? Я считаю, что больше всего, и это не вранье, и веселье, и всего остального в Питере и в Москве. Все остальное рядом курит в сторонке просто. А где я только не был. В каких дырах я только не бывал. И по сравнению с Питером и Москвой все нервно курит в сторонке. Таиланд, там, не знаю, какой-нибудь Вьетнам, это просто детский сад по сравнению с центром Петербурга. Просто детский сад. Они в жизни не будут настолько веселые. Вот рядом, даже рядом ничего не валялось. Вот на миллиметр даже рядом ничего не валялось. Вместе с этими там супер там страшными кварталами Бангкока, Токио, Киото. Все это рядом не валялось
с Думской, Чернышевской, Ломоносовской после часа ночи, без всяких баров. И не говоря уже о Москве с его Патриками и т.д. и т.п. Так что не беспокойтесь. И девушек в десятки тысяч раз больше. В Питере и Москве. Ну, в Токио тоже много. В Тае не так много девушек. Что в пределах 90 тысяч взять в глобалке? Владимир Ищенко, давайте вместе поразмыслим. Если вы приходите на стрим и говорите, мне вот хороший телефон просто за 90 штук, на технострим, вы не уважаете ни аудиторию, ни меня, ни себя. Потому что я возвращаюсь к тому, что я рассказывал. До 38 лет я не делал до 37 обзоры на... Ладно, 36 обзоры на смартфоны. И я не знаю ни одного человека среди инженерного состава, а я там учился 120 человек, потом за жизнь там видел инженеров 1000, наверное. Никто никогда не спрашивал, а какой мне купить смартфон. Ну, наверное, потому что у них было образование. Если вы хотите купить смартфон, вы смотрите обзоры, правильно? Что-то уже выбрали, и вы можете прийти на стрим, и здесь 130 человек в онлайне, и спросить, а, допустим, OnePlus 13 хороший смартфон? Я скажу, он стоит своих денег, хороший. Или там Samsung S24 Ultra. Я скажу, однозначно, найдете выгодный ценник, будете, вот это один из лучших. Или iPhone 16 Pro или 16 Pro Max, я скажу. Только надо понимать, что будут проблемы с NFC, установкой приложений, банковских приложений. Но я вас пойму, для чего он вам нужен. Вопрос просто, у меня есть деньги, я рад. Ну, неправильно так. Вы просто неправильно относитесь к своим же деньгам. Не говорю уже о аудитории и всем остальном. Кверус, но опять же, у меня на айфоне есть банковские приложения, даже здесь, все. Притом российские банковские. Я этой проблемы не знаю, потому что, опять же, мне нужен там определенные кошельки, биржи, чтобы открывались через лицо. Я примерно понимаю уровень безопасности, и поэтому мне нужно яблоко. Все. Там нечего рекламировать. Жужу, привет. Да, Кверус. Куферус. Или на крайняк ты идешь и смотришь топы. Потому что 90 тысяч это даже тоже смешно. Вы же еще понимаете, что 90 тысяч в 2022, окей, даже без 2022 года. Это было $1200 в ноябре, а сейчас 90 тысяч это $800. Это как бы вот просто. И в зависимости от места. Там, допустим, в Сочи это одни цены, одни платформы. Где-то в другом месте другие. Ну, короче, странные вопросы очень. Лев понял. Лучше можно вечно ждать норм цены на ультру, опять же, смотря, что вы имеете в виду норм цена. У меня ультра S25 вышла мне в 115 тысяч рублей. Из магазина. Я уже, кстати, колонку продал, все. То есть из магазина она мне вышла в 115, на 512 гигабайт. Если вы также можете купить, то можно не париться и покупать. Но опять же у вас будет разница почти в 25 штук среди S24 Ultra. Насколько лучше S25 Ultra, я сейчас не могу вам сказать, потому что я его не тестил еще. Вот он лежит, лежит он. Мы тестим пока 15 Pro Xiaomi. X8 Pro, я думаю, нет. А как они тогда будут их продавать? Всякие T-версии, еще какие-нибудь. Так, 2100. Он еще сбросил, но яркость, мне кажется... Да, яркость выше стала, потому что кондиционер работает, он адаптируется. И третий прогон. С датчиком приближения. Яна, там везде есть датчики приближения. Они просто виртуальные или физические. Тоже вопрос просто жесть. Да что мне это? Яна, вам сколько лет? Бориса, на какой iPhone вы зарегили два разных лица? А там же все правильно, у тебя же разный вид. Ну, то есть ты можешь два лица и зарегить. А почему? В чем что не так? Я тоже завелся и поеду во Вьетнам. Нет, я полечу на следующей неделе, короче, потусить в Гонконг.
А в марте я полечу, наверное, в Армению. И, может быть, еще в марте я полечу в Японию, но точно в апреле я полечу в Японию, в Токио весной. Наверное. Но пока так. Потому что завтра может произойти что угодно. Александр, мне не надо устраиваться в магазин. Мне просто надо сказать «да» какому-нибудь из серовозов или магазинов серых. Ну, как бы это мои вот левые понты пока, и все. Ну, круто же, что вот так. Нет? Ну, вот почему, ну, вы понимаете, что у каждого должна быть своя мотивашка. И у каждого, ну, мой YouTube это какой-то сторителлинг. Это реально сторителлинг по поводу там утоплений, покупок, продаж. Наверное, вот так. Мне пока нравится этим заниматься. Вам кому-то интересно, я за это вам благодарен. Хлеба и зрелищ, то есть я делаю зрелище и, может быть, иногда вам экономлю какой-то хлеб. Я очень на это надеюсь. Black Wolfson, ну ты же можешь просто перемотать стрим и посмотреть, сколько было первый раз. Александр Курочка, да, я вообще 32 лайка вижу. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто дошел. Хотите поддержать канал, можете за звездочки подписаться на ТГ. В прошлый раз, кстати, один человек даже подписался на ТГ. Спонсорство, вторая ссылка. А так, в принципе, если подпишетесь сюда и телеграм-канал скидок, то зашибись. Удачно. Андрей, я каждый день клублюсь. Нормально, всегда удачно. А с чего неудачно? Ты смотришь, как люди радуются. Всегда новые люди. Это же курорт. Подпитываешься как-то от людей. Их счастьем. Не понимаю, как Алиэкспресс рассчитывают пошлину. Ну, они по максимуму считают. Они вообще неправильно считают, потому что они очень часто еще и плюсуют 500 рублей этого. Как его называют? Если ты почтой заказываешь, то тебе не нужен брокер. Если не почтой, то брокер нужен. Базомат, хорошо. Кому подойдут Sony? Не знаю. Вот честно, не знаю. Не знаю. Продавцам Sony они подойдут. Добрый пупс, но он люто тормозит. У меня F3 есть. Он люто тормозит просто. Я не знаю, как они... Может, у тебя на кастоме он? Вот он, F3. И я его юзаю. Сколько? Так интересно, да? Мне кажется, больше рекламы F3 не дал никто, хотя у меня был тогда хейтерский обзор. Да вообще многим вещам я так там, с пены у рта рассказываю какой-то шлак, в итоге оставляю себе и еще и пользуюсь. Так, в итоге пошлина получается. Так лучше дешевле, когда получается, чем больше. Так ты можешь ее сам рассчитать всегда. Если ты не используешь этого брокера, то 15% просто выше, чем 21 тысяча рублей, и все. То есть, проще говоря, товар 31 тысяча рублей, ты заплатишь 1500. Я довольный, потому что, ну, там, в личной телеге рассказывал, в скрытой. Мне сейчас норм просто, и все. И физически норм. А до этого 6 дней меня прям лютейше ломало так. Спасибо. Андрей, мне вообще природа никак. Ну, люди разные. Я урбанист. Моего друга до сих пор Poco X3 Pro. Да главное, работает Жужу. И главное, Жужу, ты уже не на пикселе, да? Ну, вот у меня камеры Sony, а я все равно Sony смартфон не хочу, видите? Но я юзал, я не понимаю, за что такие деньги. Я не понимаю, он прям никакой весь. Ты прям понимаешь, что на ПО им, вот как с наушниками, им наплевать на ПО, но наушники понятно, почему ты выбираешь. Кстати, напоминаю, что у меня еще босса. То есть у меня из
Sony и боссы, но Sony у меня постоянно тырят знакомые женского пола. То есть знакомые женского пола просто обожают Sony, и все. Вот. Их надо покупать очень много, если у тебя есть знакомые женского пола, которые могут их забрать. Но у меня все равно есть еще одни. И, наверное, шестые будут такие же удачные. Надо анкера накупить, чтобы они лежали. Но анкера быстро тоже уходят. Пиксели неплохие, но скучные, не игровые. Ну, они вообще никакие, потому что и пиксели есть смысл брать в США за копейки с годовым контрактом, который чуть ли не он тебе платит, что ты купил. Да, Кларк, у меня 3 камеры Sony. В чем прикол Sony камера? Телефоны из Sony камеры. Ни в чем. Что у тебя бренда одинаковые, телефон и камера, и все. Все их ПО, оно ни о чем совместное. Также можешь любой смарт использовать. Но опять же, мое субъективное мнение. Не как Валерий, как чувак, который прилетел за Аквас Шарпом в Японию, благополучным образом попросил в нескольких магазинах, чтобы ему R9 продали. Ему сказали: ты не японец, у тебя нет вида на жительство, пошел вон. И все. Притом в тот же день в Москве я мог ее купить, это дело. Ну вообще жесть. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо, кто зашел. Нет, не 87, у нас 91 был лайк, 107. When we will be a review. Oppo Reno 11F старый. Зачем мне на него ревью делать? Меня Саня зовут. Нет, я не игнорю, у меня просто интересные сообщения стоят, а не чат. Не весь. Сейчас поменял. Это уже, кстати, 3-й прогон. Black Wolf Soul. Я вот делаю 7 лет обзора на YouTube, и 7 лет я слышу, что у них будет какой-то там смартфон. Но его до сих пор нет. Так Boom 2 Plus был, нет? Вова. Сейчас проверю. Обычно у меня таких фейлов не бывает, чтобы я на что-то не сделал обзор. Скинь мне ссылку на нее. Я не видел ее, значит. Эпичный фейл. Да, по-моему, был. Boom Plus. А Boom 2-то нету, не существует ее. Ты уверен, что такая существует? Скинь ссылку, потому что Boom Plus есть, а Boom 2 нет. Motion Boom Plus просто есть, и все. Я не знаю насчет... Нет, таких нету колонок. Крейзи, привет, ты дошел до нас. Саундпиццы клепают непонятно что в безумном количестве. Они прям... Я их накупил, у меня есть они, но... Они прям такие похожие. Еще жестче похожи, чем анкера. Лев Барбарисов. У меня есть обзор одним кадром на S23, по-моему, тоже. Посмотрите его и посмотрите обзор одним кадром на любой смартфон. И оцените для себя, какой из них будет лучше. Лев Богус, ну скинь мне ссыль на Алишку. Я даже не знаю, как она выглядит. Я знаю Boom Plus, как выглядит. Shadow, я не понял вообще вопрос. С зашитыми в Европе еще, в Великобритании зашиты под операторов бывают. AirPods 4 у меня давным-давно уже с ANC, но мне лень как-то на них делать. Вот двое наушников, на которых мне лень делать обзора пока. Пока.
Hypervines, назови мне фамилию или имя или лицо блогера, который тебе сказал, что OnePlus лучше, чем iPhone. Вайнс, почему ты предполагаешь, что штука за 120 тысяч рублей будет хуже, чем штука за 60 тысяч рублей? Сиплый, можно просто подписаться на полезный спонсорский канал в телеге, за звездочки в телеге, и все. Никаких проблем там нету вообще. Donation у меня висит, на него там раз в 500 лет кто-то что-то кидает, поэтому он у меня даже отключен от, в принципе, обычного. Надо открыть, кстати, да. Сиплый, но спасибо за поддержку. Богус, а что у тебя из анкеров было за эти же деньги? Я к нему не отношусь. Все, нет никаких донатов сегодня. Классические. Крейзи, так это супер. Мы встречаемся, чтобы пообщаться и заодно и совместить приятное с полезным, и протестировать какую-нибудь железяку. Вот. Заметьте, сегодня стрим не лагает. Пока. Пока. Почему? А подождите, а звезды разве не купить через просто карточку в телеге? Она же просто покупается. Или нет? Там же элементарно. Или чего-то нет. Ничего там никакие VPN не нужны. Ни Клибра, их не бывает, ни Global S25 и S25 Ultra. Я тебе могу показать номер просто, сам посмотришь. Какой он, для какого региона. Он для Азии должен быть. А так черт его знает, какой он будет. Сведения о телефоне. Вот. Можешь скопипастить. BDS. Сейчас. Прошу прощения. То есть, что за регион? Я не знаю. Так, все. Отстрелялись мы. 2,5 миллиона. Давайте HW Info, магический наш любимый. Проверяем датчик приближения. Ждем, когда он остынет. Проверяем радексом шим, чтобы никто не расстраивался, потому что ТНА никогда не порадует. Показываю камеры, которые не особо поменялись. Вот дизастер, я про это и говорю. Можете писать, я подписался на телегу скидок, на телегу спонсорскую и писать здесь имя, я здесь отвечу, если вам там не надо. Так, HW Info, Thermal, Sensors, Always Allow, Proxy. Все good. Ну, датчик приближения норм, как и должен был быть. Так, General. И дальше идем по пути наименьшего сопротивления. Сначала удалим это дело. Наверное, потому что Xiaomi на 50% дешевле. Я говорю, вот есть такая тема, допустим, в пельменях. Это цена доверия. Любые продукты питания такая же тема. Так а вы в технике с ценой доверия забываете небольшую вещь, что она может быть и правда зависеть от качества устройства. ПО, работы камеры, работы вибро, работы звука. Так мне, кстати, не написал все-таки Вайнс насчет того, кто ему сказал, что OnePlus лучше, чем iPhone. Так Вайнс, ты ответил или нет? Мне интересно, на том же S25 все так же, как и на остальных андроидах. Там больше приложений, и при необходимости, если у тебя... Там круче экосистема, вот, наверное, сформулирую так. У тебя просто может быть и ноут, и всего чего. О, апдейт. Не понял. Да ладно.
Сколько же можно их там? Ну ладно. Ну ладно. Ну это, конечно, я под стрим, да, нам лупанулась обнова. Жанна, Кристия, привет. Лев, нету видео про Samsung S23. Польза.нет, S23. Как-то нету. Как нету, боже. Почему нету? Да вы стебетесь, батенька. Вот человек не умеет пользоваться интернетом, вам телефон не нужен. Вот S23. А, вот S23. Вот, Samsung S23. S23 FE. Ультра. Нет, есть S23, это провал. Вот он, 51 минута. А, это стрим вы имеете в виду. Тогда есть варик вот так сделать. Вы не стебетесь, потому что, да, канал... А почему я туда не выгрузил? Март 23-го. Может, он на основном канале, вот как вариант. Лев Богус. Большая обнова. Ну, нет, 800 метров, все, сейчас. Не буду я гонять еще раз Антуту, там нету фикс-систем. Ничего такого прям. Но хорошо, что обновы приходят и приходят, видите? Кастро, так можно скинуть мне. Богус, за что стыд? Аккаунт в каком моменте времени IQ 13, IQ Neo 10, стоящий на 10... Вы понимаете, в чем проблема? Вы предъявляете мне за смартфоны, которые я покупаю, единственные чуть ли на YouTube, там 2 землекопа их покупают. Никакие крупные каналы вообще вам про них не рассказывают. Что я не сравниваю их, хотя они дороже, с глобалками. Насколько я должен быть идиотом, чтобы сравнивать смартфон за 26 кусков, глобальный, и смартфон за 31 кусок, за 31 тысячу, глобальный. То есть, если я буду сравнивать, допустим, да не допустим, я не идиот сравнивать смартфоны с разницей в 20 с лишним процентов стоимости. Если это не разный класс, окей, я там с iPhone 16 китайцем могу сравнить, потому что, чтобы показать по камере разницу. Какой разумный человек выберет китайца на 25% дороже, чем глобалку? Из-за того, что буковки красивые, IQ. И еще раз, мне это не предъявляйте. Предъявляйте это другим блогерам, которых просто море, и они не покупают этот IQ Neo 10 вообще. Я про него рассказал, я его купил. Я не считаю разумной покупку китайских смартфонов, когда глобалки есть, дешевле, потому что это глупо. Все. Смысл мне сравнивать, чтобы вот эту фразу сказать вам в начале или в конце. Если вы гик, вы и без меня его купите, этот Neo 10. Если вы не гик, он вам не впился вообще никак, со своими проблемами с уведомлениями и остальными радостями. Чтобы я вам рассказывал про агрегацию, бенды или еще что-то, зачем? Если я все это рассказал в обзоре. Если вам хочется потратить больше и получить геморрой, покупайте IQ. Вот, наверное, все. Обзор закончен. Я IQ люблю больше, чем любой блогер на российском YouTube. Не существует блогеров, рядом никто не стоял по моей любви к IQ. Но нужно быть объективными. Есть вещи для гиков, которые, ну вот, кайф ты получаешь от того, что ты купил что-то. Обходная зарядка там у него есть, еще что-то. LTPO, вау, круто. Но это другая ценовая категория. Дороже 30 тысяч рублей китаец. И дешевле 27 тысяч рублей глобальный девайс.
Дороже 30 тысяч рублей китайцев много. И с ними и надо сравнивать. И там будет точно такой же вполне возможности железа. Но если ты гик и выбираешь из китайцев, до какой степени ты странный гик, если тебе интересно мое мнение, что из этого взять? Во-первых. Во-вторых, до какой степени ты не слышишь меня, когда я делаю обзоры? То есть тебя убедить в том, что китаец лучше глобалки, хотя он дороже? Или что? Вот есть люди, которые просто радуют всех. И меня тоже. Люди в голову едят. Очень вкусно они едят. Иран. 15 ультра чего? Вам сколько лет? 7? 8? 11? Вы умеете читать? Вы гипотетически умеете читать там буковки разные? Если не умеете, попросите родителей, за вас погуглят. Если что, есть, кстати, голосовой помощник. Спросите у Алисы или у кого-нибудь там, Гемини или еще у кого-нибудь. Существует ли дядя Алиса там или тетя Алиса? Существует ли Xiaomi 15 Ultra? И она тебе ответит, что в инете... У людей в инете забанили, походу. У людей заблокировали просто... вот эту вот ниточку между ушами. Лучше, если он имеет в виду прошку и не видит название стрима, то это еще больше стёб. То есть лучше, чтобы он не умел читать и писать, чем не умел читать название стрима. И еще Виталий пришел. Виталий, канал Польза.нет. Меня зовут Саня. Есть обзор на Poco X7. Есть обзор на Poco F6. Если вы не видите разницы, вам вообще наплевать на техно. Если вам для того, чтобы принять решение, вы у нас ее спрашиваете, я вам клянусь, если вы вот сравниваете два девайса, не видите даже на бумаге разницы, вам вообще на телефон вот просто любой берите красивый. Главное, чтобы цвет вас устраивал. Что же за напасть сегодня? Что за напасть? Что сегодня за люди? За что? Тедди, привет. Крепится глазки камер, немного очумел. Дно для флагмана. Ну вот, конечно, да. Как крепиться они должны? На сварку? И говорю, вот этот весь вот у кого-то отвалилось вот это кольцо или чего? Еще раз, я, наверное, просто к S25 Ultra отношусь как к смартфону, который на 20 тысяч дороже, чем S24 Ultra. А прошел год, и он только начал продаваться. А не на 50 тысяч, как большинство вот людей, которые сейчас это смотрят. Хотя я и купил. Люблю Versus Александра с чатом. Да это не Versus, это диалог. Но это ну как бы я не общаюсь с детьми, я не знаю, как общаться с детьми. Я со своими детьми знаю, как общаться. Я им говорю, читай книжку там, еще что-нибудь. И они это делают, там, развлекайся. Как сделать фильтр на детей или на IQ, как на IQ сделать фильтр в чате. Просто на IQ какой-нибудь там. На способность читать, гуглить. Лучше S24 Ultra. Хорошо. Да, сильно выиграешь, особенно если с ним что-то было, и он у тебя кирпичится через какое-то время. Обо всем и ни о чем. Да нет, просто должно было быть не быть обновления, я бы уже играл. И все бы были рады. Но обновление было. Так, а чего с ним? Как-то странно взял и сбросил яркость в 0 после обнова. Ну ладно. Так. My device. Все. Лучший. А ты будешь его брать? Кто в своем уме купит Honor Magic 7 Pro? Кто? Кто за эти бабки купит Honor Magic 7 Pro? Я таких не знаю. Я точно не такой кукукнутый.
Он очень дорогой. Он того не стоит. Хотя бы из-за бренда. Все. Может быть, когда-нибудь куплю что-нибудь подобное. Но очень сильно вряд ли. То есть я до такой степени должен... Ну вот мне прям нечего обозревать, чтобы вообще... Я еще раз повторяюсь, Honor'у настолько наплевать на свои смартфоны, что у него даже рекламы этих смартфонов нет. То есть вы понимаете, до какой степени им чихать на бренд? Вы вспомните, как пиарили Huawei, как пиарят какой-нибудь Honor 9X9C, который просто днище мрачнинское вообще. То есть он стоит так же, как Poco X7 Pro, какой дороже на 4 штуки. И вот да, если вы спросите про Honor или iQOO Neo 10, Neo 10, вот что угодно, но не вот это. Но с другой стороны, если сравнить с Poco M6 Pro, я бы, наверное, все-таки посмотрел бы на Honor. Но Poco M6 Pro стоит 15. Но не факт. Crazy, да легко, если вы зайти успеете. Так, только... PUBG New State. Только вы ничего не пишите там и не говорите. Или сразу бан. Я очень не хочу потом стрим вырезать. Вот у меня третий YouTube канал как раз вот с той точки зрения, что вы очень сильно ошибаетесь, что меня не атакуют там на моем основном канале. Просто за что я люблю YouTube? Здесь очуменный фильтр комментариев и всего остального. Он великолепен, я его обожаю. Потому что мне не хочется заниматься ни религией, ни политикой, но и сидеть за какие-то комментарии я не хочу. И да, попробуйте написать какую-то дичь, вы просто ее не увидите. Ха-ха. Что? Чё? Опять чё? Георгий, ну за что вам? Ну вот такой он. Ну, вы мне предъявляете претензию, почему я пользуюсь девайсом. Ну вот пользуюсь. Вот какого лешего он, вот я вот так поделаю, какого лешего он заляпан сразу? Вот почему? Почему iPhone у меня не заляпан, а он заляпан? Нет, я могу 9C купить. Напишите плюсик, я куплю 9C. Чтобы вы понимали, для стран, в которых они понимают, что люди не... Он стоит 23 штуки. X9C он стоит 23 штуки. В рублях. Я не знаю, сколько он в России, но мне кажется, что не 23. И я могу его купить. Поставьте плюсик, если вы хотите реальный обзор на Honor 9XC. Если хотите. Так, я не вижу здесь друзей, кстати. Тиммейты. Friends. Давайте. Accept. Accept. This player, friends, list full. Так как вы хотите, чтобы я с вами играл? И чего? Так а где друзья? Они же разве не должны приплюсоваться? Looking for team? Не, вон плюсики у народа появляются. Добрый пупс, в каких моментах я? У меня ни одной татухи нет. Я не употребляю больше 15 лет. А запрещенку вообще никогда не употреблял. Денис, вы первый и, наверное, единственный сегодня с донатом. Но вообще, хотите донатить, подпишитесь на телегу. Там много всего интересного и веселого. О, не шутя. Вы прям месячно мне донат кинули. Скажи, пожалуйста, стоит ли переходить на него с 13 Pro или лучше подождать 16-ю линейку? И еще чего не слышно про глобалку. С 13 Pro я бы не переходил. Ждите глобал, но если только батарея умирает, ждите глобалку. А так, если 13 Pro устраивает, если ты дотянешь, 14-15 пропустишь, то круто. Сэкономишь, не потратишь. Реально легко можешь подождать. И при том, что можешь даже, знаешь, как сделать? Можешь просто потом, допустим, на ультру перейти, 16-ю. Просто сэкономить, там, не знаю, пару лишних сотен долларов отложить. Иван X3, не нужен Honor за такие деньги, спеки на 15 тысяч. Ну, об этом и рассказать. Стоит ли менять Xiaomi 14 на Xiaomi 15? Александр. Нет, на следующее поколение вообще не стоит менять. Никогда.
Я особой разницы вообще не увидел. Лучше алгоритмы по фото, но ты можешь и сам их осилить. Подожди, а я почему не нашел ничего? А, я искал друзей, но не нашел. 14 Pro не обещали глобал. Ну вот я говорю, ждать ультру. И вообще 16-ю лучше. В стоке обычный, не знаю, обычный экран. Пеленикс, сколько я не читал, лучше всего ловят Тек на Infinix. Именно обычную сотовую связь. Real Time 120 FPS, ну не шутя. Кларк, ну вот так, значит. А кто вообще обещает насчет прошек? Будет глобал, не будет? Аноним, спасибо, кстати, за поддержку. Криплый, спасибо. О, ничего ж себе, у меня сегодня 4 доната. Живем. Как по эргономике? Ну, видишь, у меня 16 Pro Max, до этого был 15 Pro Max, до этого 14 Pro Max. То есть для меня лопата привычна. Скользкий ли он? Да. Носил бы я его без чехла? Да. Но я вообще свое все не ношу без чехла. Давайте еще разок. Препейринг, матчинг. Ждем. Да, какая-то плохая идея была. Ждем. Как только найдет, так только. Как тебе идея квадратных рубленых граней? Честно, пока ощущение, что вот это мне удобнее. Вот это S24 Ultra удобнее, чем вот это. Этот врезается все равно. О, match found. Этот врезается. Борис, я не могу просесть по крипте, потому что я не покупаю крипту для... роста. Я покупаю крипту, чтобы она у меня была. Когда я говорю даже, что я потерял что-то, это не подразумевает, что я потерял. Технически там больше, чем было. Но это введет людей в заблуждение. Еще раз. Я никогда не играл ни на акциях, ни на облигациях, ни на крипте. Я считаю, что это казино, это лутомания, это разводняк. И если у вас другие кейсы, это ошибка выжившего. Так же, как делалось с инвестициями. Ты берешь 10 человек, у 3 увеличиваешь на 70%, 7 у тебя в нулях. Эти трое рассказывают еще 10 про то, что им увеличили на 70% их капитал за год. То же самое с криптой. Это разводняк. Вот. Мой лучший друг потерял недавно несколько тысяч баксов. Хотя никогда их не теряет, а всегда делает плюс. И мой лучший друг в академии потерял квартиру на акциях. Но это то же самое. Чертова туча друзей потеряла просто бешеное количество денег на всяких форексах. Все это разводняк. Денег не появляется из воздуха. Ну вот я недавно со знакомой разговаривал, она купила платный вход в какой-то канал по медицине. Притом человек очень образованный, то есть она умнее, чем я в раз 10. Первый мой вопрос для нее был, он там закрытый, она начала рассказывать по поводу каких-то там супер вещей, я просто сразу, я говорю, гуглю, я говорю, ты понимаешь, что это дыра в Архангельске? Архангельск не дыра, а вот в Архангельске есть дыра, и вот она производит это, и я там когда-то зажигал, и, в общем, это просто антисанитарийное место, там покупать ничего нельзя. И потом задаю самый простой вопрос, я говорю, а кто это ведет, вот канал, образование, человек, специальность, он же медицинский, и она не может ответить. Вот то же самое, я 7 лет повторяю, вот у меня, допустим, есть какие-то средства, я могу рассказать старые схемы, где я чуть-чуть там где-то зарабатывал, но они довольно классические, я купил золото, оно выросло в 3 раза. Но я опять же откладывал просто в виде золота. Там, я не знаю, я купил квартиру, она стоила 1,7 миллиона, сейчас она стоит 9 миллионов. Она стоила в стройке 1,7. Когда-то там, за это время она принесла утрированно, там, не утрированно, а миллионов 6. И
Это классические вещи. Я работаю, вкладываю в какие-то классические вещи, и логично они не могут. Ну, там, квартира может сгореть, но она застрахована. Если вы хотите увеличить риски и увеличить профит, эти риски будут как в казино. Просто если вы это не понимаете, то вам, конечно, это никто не объяснит, потому что очень хочется завтра проснуться миллионером. Но миллионерами просыпаются только те, кто вас в это заводят. Вот. И все. Хотите кайфануть, как в кафе, как, не знаю, как в казиноху сходить, спустить деньги, это круто. Но каждый раз, когда, допустим, вот у меня отец играл в казино, он всегда выигрывал. Но он выигрывал, потому что он шел туда пролюбить их. То есть, когда ты идешь потерять деньги, ты их можешь получить, но опять же старался потом быстро от них избавиться. Нельзя быстрые деньги получать. Если вы обычный человек, если вы очень интеллектуально развитый гений, то, скорее всего, вы туда вводите людей, но точно не как бы своими деньгами не рискуете. Поэтому не спрашивайте у меня, насколько я в плюсе всегда, к сожалению. Но потому что я считаю, я не играю. Для меня это кубышка просто. Как может быть ты в минусе, если у тебя, там, не знаю, 10 видов, там, золото, серебро, платина, еще что-то, вот у тебя по килограмму лежит, что-нибудь вырастет, что-то упадет. Вот примерно такая же тема. Так же, как бивалютная корзина. То есть у меня одинаково распределены средства в 7 валютах. И всегда они так и будут, и еще все в разных банках, по чуть-чуть. И все. Бесплатный сыр, вся эта жизнь, это один сплошной лохотрон. В очень многих моментах. Халявы нету. Все пересмотрелись этих. 53%, короче. Так, 53% и... И все, и, наверное, надо секундомер ставить. Короче, меня опять понесло. Нет роста в крипте, нету. Не используйте это. У вас есть рост за счет того, что вы туда кого-то заманили. У людей роста нету. Люди теряют бабки. Саня проценты не озвучил. 53 сказал. Вот сейчас уже включил секундомер. Прикольно, кстати. Я люблю большие смартфоны для игр, потому что на маленьких ты играешь, и у тебя такое ощущение, что ты не видишь ничего. Вот. Еще раз, люди, народ, я уверен, что кто-то сидит на стриме, кто делает не 1 тысяч долларов на доверчивых гражданах. Помните о карме, пожалуйста. Там, не знаю, сходите, если вы зарабатываете очень много за счет кого-то, в детский дом денег отдайте куда-нибудь, не знаю, потому что надо карму чистить. Вы не хорошими делами занимаетесь. Вот. PUBG будет сегодня? Ну, наверное, может быть, посмотрим. Не уверен. Замолите карму. Ну, нет, я это не перечислял. Я сказал, что куда-нибудь там, ну, даже родителям или ну, не знакомым, родственникам, наверное. Может, кто-то и знакомым. Девушкам чаще подарки покупайте, потому что, ну, я не верю, что это просто так проходит. Валерий, я не хочу. Нет, я считаю, что убивать людей это плохо, тем более за деньги. Пабло как раз этим и занимался. Если бы мы рядом с ним жили, поверьте мне, вот 1 000 000%. Ох ты, ёшки, какой же я косоглазый. Но есть определенные фартовые. Ну, как бы это все такое. А почитайте про людей, которые, окей, в лотерею выигрывали, что с ними обычно происходило. Я всегда, вот когда, опять же, слушают народ, так, те, кто меня долго знают, они реально знают, что у меня, правда, такое отношение, что мне много не надо, мне больше не надо. То есть я всегда говорю, вот у меня что-то есть, и мне больше не надо.
Потому что это то, что есть, я могу вывести. А вот если у меня будет больше, неизвестно, как я буду реагировать. Это ультра графика, да, это максималка. О. Вот она графика. Но экстрим нельзя, ультра. Но 90 FPS я скажу, когда она начнет уставать, если начнет. Короче, я не верю в лохотрон и в курсы всякие, вот в это все вообще. Хочешь получить образование, иди в институт. Или иди в курсы при институте. Это обычно женщины на это ведутся. А мужчины ведутся на крипту. Типа пришел, увидел. О, какой фриз был. Победил. Только так это не происходит в жизни. К сожалению. Так. А иксы что? А иксов у меня нет, прикиньте. Не, наверное, нет. Может, буду, но вряд ли. Пока в планах нету. Но здесь сейчас мы 30 минут отыграем. Денис, мы не будем с тобой спорить, потому что я знаю разных людей. Люди... От чего? Еще раз. Вот эта вот тема с заводами. Сейчас не 19 век. Вот сейчас не 19 век, потому что все прям, ну, в мире оно роботизировано. Не обязательно идти на завод. Любая работа – это работа. Вот это вот сюр, тот, который сейчас, типа, вот заводы. У меня вообще, кто на заводе работал и работает, никогда не напрягался. Вообще никак. Потому что там, не знаю, сутки через сутки. Вот сварщики, да, там, но и зарабатывали, соответственно. Кто не пойдет? Кто надо, тот пойдет. Кому надо. Жизнь заставит. На каком заводе он должен работать? Я вот это не понимаю. И почему кто-то должен работать на заводе? На заводе есть места. Кто-то хочет, идет работать на завод. Кто не хочет, не идет. Такая тема тоже. Жизнь заставит не так раскорячиться. У нас и на контракт все время не хватало людей. И как бы... Ну, вот такая жизнь. Людей не хватает. Дело не в том, что не хватает тех, кто не хочет работать, а не хватает людей. Вот. И поэтому создается впечатление, что не хватает тех, кто не хочет работать. И потому что не конкурентоспособно. Когда ты курьером можешь зарабатывать 150-200, зачем тебе идти на завод за 70, за 80? Иногда. Но тут очень сильно все зависит от... Опа. От региона. Такое ощущение, что... Так, Саня, это глобалка? Нет, глобалки не будет вроде прохера. Ну, не совсем решают, я говорю, я просто... У меня людей очень много в крупном бизнесе, знакомых. Нет, людей не хватает. Ну, как бы... Ну, вот их не хватает не по причинам того, что они не хотят идти работать, а потому что их не хватает. Потому что демографией как бы мало кто интересуется, и в основном интересуются чем-то другим, вот и все. Человек, когда начинает плодиться и размножаться, точно никогда у него ипотечная ставка 27%. Ну вот где ты там будешь детей рожать? Я помню, я под 17% брал. Но это как бы, ну это сюр, но это норм. Это как гипотетически, если ты понимаешь, но выше, чем 20, под 17 я один вообще из знакомых брал.
Да, сварщики хорошо зарабатывают. Так никто же не мешает идти работать сварщиком. Мы про это говорим. Профессию любой выберет. Короче, у нас диалог-то, в принципе, о чем? О том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И все. Крейзи, ну посмотрим. Пока работает. 6/1, жужу, да, там вообще жесть. Два выходных в месяц, и то на нервах сидишь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да что ж такое, как же меня достали. Да, по поводу этого можно долго спорить. У меня отец на заводе работал сколько? 5 лет он работал на заводе слесарем. Мачеха работала на заводе, она, наверное, лет 12 работала. О! Так, мне кажется, надо дропаться отсюда. Опа. Опа, ничего ж себе. Отыгрались. Не, смарт не нагрелся. Ну нет ощущения, что нагрелся, видите? Большой смарт можно легко отводить тепло. Может, если кнокнуться, то можно прыгнуть. Нет. Зачем? Flex F. Понимаете, в чем проблема, Flex? 99%, даже 100%, вы не будете ни тот, ни другой смартфон покупать. Человек, который выбирает между OnePlus и Xiaomi, он не выбирает. Ну, я не верю, что есть те, кто выбирает между OnePlus и Xiaomi. Между Xiaomi и Realme, да, но не между OnePlus и Xiaomi. Все бренды, да. Сейчас конусная под столом. Не-не-не, Лик Либра. У нас есть даже админ, который работает курьером. Пока нет. Пока не сбрасывал яркость. А сколько мы отыграли, кстати? 11 минут. Не, надо еще одну катку. Александр Курочка, нет, это по идее без авторских прав, надеюсь. Надеюсь, так и есть. У тебя Poco X3 NFC, и ты действительно собираешься купить... Ясно. Собирайся купить. Ссылка на донат, первая ссылка.
Самая первая, самая верхняя. На Лазаде. Это аналог местного Алиэкспресса. Борис, но он выбирал из того, из чего бы я вообще не выбирал. Может, кто-то и выбирает из Vivo и Honor. Но звучит как Степ. Типа, я хочу непопулярное или еще более непопулярное. Ну, на вкус и цвет. Люди разные. И это хорошо. Yours, ну... Зато мне, по идее, не прилетит никакое предупреждение за эту музыку. Но не факт. Сейчас проверим. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто дошел. Что Boom 2 и правда я нашел, но оно выглядит так же, как... Ему давно... И он, наверное, как-то по-другому называется везде. Потому что он выглядит как Boom Plus. Да, Boom 2 Plus. А почему он $130, а везде 240? А, 200 баксов. Есть Boom 2, есть Boom 2 Plus, понятно. Но я не видел на Алихе. Спасибо, Кастро. Чувак порекламировал, короче. Вот я просто чумею. Есть нормальные люди. 66 сообщений у него было в моей телеге. Которая личная, которая там 17 тысяч подписчиков или сколько нас. Пришел, 66 раз человек писал. И все равно упорно пишет рекламу синего маркета. Зачем? Ради чего? По предзаказу когда-нибудь там от Samsung. Притом неизвестно, будет ли это реально. Чтобы его блокнули. Спасибо. Вот оно уважение к платформам, где ты находишься. Зачем подписываться, общаться с кем-то, если тебе плевать на правила? Очень странные дела. Правила-то простые. Хасти Фонг, вы думаете, что типа нет дураков на Ютьюбе? Саня достаточный дурак для того, чтобы купить этот смартфон. Нет. Откуда вы все... Почему вы считаете, что я должен купить Honor Magic 7 Pro? Типа идиотов нет, и я самый придурочный? Точнее, не идиоты делают обзоры на то, что им прислали, а мне Honor в жизни ничего не пришлет. А Honor Magic 7 Pro стоит просто космос. Продавать его надо будет на 40 штук дешевле. Нет, я не отморозь. Я могу Samsung продать на 20-ник дешевле, но покупать Honor никому не нужный, даже самому Honor, я не буду. Сейчас, во всяком случае. Я подожду, пока дропнется ценник, и потом, может быть, я его куплю, чтобы сделать обзор. Но не факт. Кто вас просто посылает с этим Honor? Почему Honor? Или вы типа продавцы Honor, и у вас никто его... Нет идиотов, которые его покупают? Скажите честно. Кто посылает сюда продавцов Honor? Потому что сделаешь на него обзор, он же никому не впился просто. Ну, то есть нет людей, которые реально готовы выложить такие бабки за этот бренд. Ну, наверное, есть, но где-то, ну, точно не на просторах Ютьюба. Очень странные дела. Признавайтесь.
Кто вас посылает сюда? За что мне это? Почему я? Почему я должен выбросить сотку или сколько там, чтобы сделать вам рекламу? Ну, потому что да, любая антиреклама, даже то, что я о нем говорю, это реклама. Но я без стёба говорю, я не знаю, до какой степени надо быть волшебным, чтобы покупать за такие деньги Honor. Йорс, все норм. Magic 7 Pro, я не знаю, какие вы имеете в виду заграничные YouTube, но 100% они это дело не покупали. 99, скажем так. Хотя бы без разницы. Берите Honor все. Вот вот все Honor. Все Honor Magic 7 Pro. Только если что, не я его советовал. Особенно вы ощутите всю прелесть, глубину всех глубин, когда вы попытаетесь его продать когда-нибудь. И вот тогда вы узнаете, что такое слово ликвидность. А от этого вы не застрахуетесь, и вам придется это узнать. Так, стоп, там кто бегает. Мне шлем нужен. Мне нужен шлем. А, это, подождите-ка. Все возьмут, а потом будут продавать. Да, все бежим за Honором. Потому что зарубежные ютубы его хвалят. Очуметь, это просто, это уровень. Левел рекламы 100. Какие-то зарубежные ютубы его хвалят. Не Вилсаком ли случаем? Подождите, Вилсаком сейчас будет его хвалить. Он расскажет все. Honor и не под использование. А, ну логично, но ты видишь, в чем прикол? Ты покупаешь Honor, и логично у тебя нет выхода. Ты с ним будешь ходить, потому что продать ты его не можешь. Потому что больше людей нету, которые готовы такие бабки за этот смартфон отдать. Белуга, ну ладно, а какой у вас был план для разблокировки загрузчика? Ну ладно. Я думаю, что вам очень сильно вряд ли кто-то сможет написать здесь. Лучше напишите вы в телеге. Валерий, ну если Розеткид его хвалит, это все. Вилси и Розеткид два человека, которые... Это однозначно. Это человек, который с пикселем ходит и не ходит. Но... Ладно. Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Так идите к Розеткиду и спросите у него, стоит ли покупать. Зачем вы у меня спрашиваете? Или вам рассказать, почему Розеткид его хвалит? Я вот просто чумею. Такое ощущение, что у нас дошкольного возраста народ собрался такой, на. Такие забавные. Друзья, без сарказма, спасибо, что вы есть. Я вас очень люблю, я вас очень ценю. Даже если вы рано или поздно кто-то из вас закончит школу, вот. Кто-то на работе не будет вкладывать в крипту потом ничего. Кто-то перестанет покупать Honor в конце концов, после розеткидских обзоров. Все должны пережить, все постепенно. А как вам ответят, если это YouTube? Белуга, пожалуйста. Вилус, но это вообще одна контора. Я не знаю, кто не знает, что они одна контора. То есть это не просто как бы типа, они Биггик и Вилса. Это один человек владеет, и даже не Вилса. Притом, еще раз, я пиарю Вилсу, потому что смотрите чаще его интервью. Он все рассказывает, кому он принадлежит, какая у них когорта, чем они занимаются, какие у них магазины. Все, вот он все рассказывает. Это самый честный человек на YouTube. Просто народ упорно не слышит его. И по поводу всех каналов, кто кому принадлежит. И без них меня бы не было. Я очень рад, что они есть. Вот. Мы все школьники, кто-то в прошлом. Ну да. Ну да. Так.
Не поеду с ним никуда. Вероятность выжить ниже с ним, чем без него. А нам надо жить. 13 тысяч, 30 тысяч, 13 про плюс. О. Опа. Ничего ж себе он по мне лупит. Но это бот, поэтому все норм. Раз. Два. Так. Да, Шамиль, все нормально, вообще у меня нет никаких претензий, аж повторяю, если бы не большие миллионники блогера, не было бы ни у кого, понимаете, ну, я вам слово, ну ладно, не буду, по-другому скажу. Попробуйте научиться пользоваться аналитикой и смотреть за большими каналами заранее. Когда говорят, там 300 тысяч набирает, там, у Вилса ролик, это мелочи. Нет, это очень много, если бы он их 300 набирал. Посмотрите соотношение лайков к просмотрам и комментариев к просмотрам. Допустим, на любых каналах, там, на любых, у распаковки, у меня и у Вилса, и у Розеткеда, и вы поймете, сколько они докупают. Очень много докупают люди просмотров. Если бы не они, то все бы реально знали, что, ну, мягко скажем, техносегмент, он в одном месте. То есть YouTube его практически не рекомендует. Ни в трендах его нет, нигде ничего. Он никому уже не нужен. Ну, он YouTube не нужен. Когда-то он будет нужен, но технически они создают впечатление, что что-то кого-то интересует. Нет, нас мало. И то, что нас 165 человек, 91 минуту, в 4 часа 10 минут по моему времени, по вашему в 12 часов ночи в выходной, огромное вам спасибо за то, что вы смотрите. Вас реально мало у всех. И все. Топ по телевизорам нет, Борис. Так, меня прям бесит, как вот этот вот чувак что-то делает. Я туда не побегу, внутрь. Жу. О. Ничего себе зарубы здесь были. Опа! Его сняли, меня сейчас тоже снимут. Какой шикардос-то, а? Ну что за подстава? О, я могу дропнуться, зашибись. Йорс. Как телефон? Да вроде норм. Так что люди, которые не хотят слушать про религию или политику, их минимальное количество сейчас. Вот. А кому не лень пошевелить мозгами и поинтересоваться техникой, еще меньше. Чтобы он тут не вякал, знайте, что вы крутые. Там, на моем канале, не на моем. Таких, как вы, меньшинство. Вот. Де-факто. Просто говорю, многие очень неправильно анализируют YouTube, но вы и не должны. Сейчас делают вид, что что-то кому-то интересно. По факту это не так. Шамиль, почему я не сплю? Я сплю. Я сегодня сделал 2 шорта и обзор и стрим вот сейчас делаю. Так, ну-ка. Падаем к дропу. Я вижу там тачку. Будет смешно, если там реально еще не залутано. Нет, не залутано, прикиньте.
Между прочим, еще с головой дружить. Имеешь инженерное образование. Да, все норм, общаемся, говорю. Всем безумно рад. В этом безумии иметь островок здравого смысла — это самое то. Считайте, мы и есть островок. Так. Так. Коряк. Как на Google Pixel, понятно. Виктор, ну, значит, ты определился все-таки? Я не считаю iPhone лучшим выбором. Просто надо на всем посидеть. Любишь железки, конечно, классно. Ну, Шамиль, они правильно делают с точки зрения YouTube, то, что делаю я, оно неразумно, потому что разумно делать там раз в 3 дня и набирать много просмотров. И плюс у тебя, у людей ощущение, что ты там супер-мега популярен. Хотя де-факто есть такая штука, как просмотр именно на длинные ролики, на обычные ролики, не на шортсы, потому что они обычно вперемешку. И, ну, я горжусь тем, что у меня 2 миллиона просмотров тотал. Вот сейчас 1,8 после блокировок всех. Хотя я был готов к тому, что 500 000 останется. И реально роликов больше, чем 100 000 просмотров, по-моему, было 350. Может, уже больше. Так же, кстати, как у моих друзей, которые много выпускают. Опять же, можно не выпускать. Не хочешь — не выпускай. Не хочешь — не делай. Чаще всего это делаешь для себя на 99%. То есть я понимаю, что если бы я выгружал только популярные смартфоны, наверное, прирост подписчиков был бы плюс-минус тот же. Но это была бы другая история, и я бы... Я прям ощущаю всегда себя в теме. Не знаю, как вам объяснить. Всегда. И, наверное, если бы мне не было интересно, я бы... Так, стоп. Ничего ж себе, 3-го левела шлем здесь. Я бы чувствовал себя хуже. 23 живых еще, ёшки, еще и машина здесь. Машина интересная. Чувак приехал или просто стоит? По-моему, здесь не помню, чтобы машины стояли. Ну, опять же, вот эти слова высокопарные. Корысть, еще что-то. Когда тебе 40, ну вот у меня есть все. Я реально ничего не хочу больше. Я хочу вот, чтобы все то же самое оставалось. Там пусть меня вселенная услышит, и просто пусть будет то же самое. Все. Ни прироста там просмотров, там вообще ничего. Ни изменений в доходе, просто стабильность. Меня все устроит. Я, наверное, слишком древний для того, чтобы хотеть каких-то изменений. Ну да, и параллельно, если ты можешь делать то, что хочешь, это прям очень круто. Я даже на стриме сейчас сидеть хочу, играть. О, опоссум дошел. Приветики. И Света здесь. Света упорно не спит. Свете все равно. Так, и чего? Надо нам по максимуму выжить. О, тут кого-то был килл. 2. Ничего ж себе здесь народа положили. Так, и... Как обычно, да? Супер место. Здесь кто-то есть. Вопрос где? Так, а зачем мне коряк? Мне не нужен коряк. О, вижу. Так, тихо. Здесь друг.
Так, его, конечно, вальнули. Выпрыгивать из домика я не буду. Но там я чувака видел. Зона. Так. Я еще успею поспать. Ну, ладно. Опа. Все, понял я где. Вижу. Пошел. Раз. Да ёшки. Не дожал. Восемь, 7. Такие зарубы. Но мы пока в зоне. Шамиль взаимно. Менять, менять, мне кажется, все равно. Если Т9 не работает. Так, что у нас по времени? 35 минут, зашибись. Миссию выполнили. 42. Было 53. То есть 20% в час. Сейчас мы проверим яркость только. Но они уже прям прячутся друг от друга. Ладно. Поднимать меня никто не будет все равно. По поводу нагрева. 30 минут, ну, говорю. О. 6. Отлично. Мы уже шестые. градусов. Ни о чем нагрев. Если он яркость сильно не сбросил, то зашибись. О, третье. То есть получается 2 сквада осталось. Так, и... Чего, PUBG или Warzone? 800 люксов, нормально. Надо подождать чуть-чуть. То есть 20% в час и хорошая, большая, хорошая, классная трубка. Просто вот, допустим, если выбирать эту или эту, я возьму эту. Потому что здесь есть стилус хотя бы. А может и нет. А может эту. Может нет, короче. Я не знаю. Надо подумать. Какое-то время. Сейчас подождем, остынет. Чуть-чуть. PUBG Mobile. Мы посмотрим просто 120 FPS есть или нет. PUBG Mobile. Как у кого день прошел? Как вам стресс? Надо этот стримы называть антистресс. PUBG. Ну да, посмотрим там, какие у нас есть эти
920 люксов норм. Можно. Кстати, давайте шим померяю, но вот просто в состоянии лайт. Без тенашки. 11%. 15%. 13%. Радексом волшебно все. 10. 15. Норм. Так. Sunlight, кстати, можно включить, который отрубит он потом, когда ему станет плохо. 1300. И заходим в обычный PUBG. Менял на загудевший кулер в блоке питания. Теперь наслаждаюсь тишиной. Зашибись. Поздравляю. Отсыпаться это хорошо. Так, я чуть не понял. Я же вроде все. Да без разницы вообще. Male, female. Я почему-то не понимаю лог. Ну ладно. Вообще не понимаю, что за тема. Я же вроде заходил уже. Подожди. Подожди, я уже заходил и качал все. Не докачал, ладно. Ладно, хватает здесь этих графона для того, чтобы поставить супер плавно. Это странная тема, потому что я вроде все делал. Ну ладно. Графика. Экстрим, да, видите? Экстрим плюс, короче. Работа, как всегда, без выходных. Максим, зато нет времени деньги тратить. Я вот только сегодня рассуждал, что это плюс некоторых видов работ. Ты сначала плюешься, что работаешь 24/7 и без выходных. А потом понимаешь, что, может, ну, понятно, что нет, не очень хорошо, но в этом тоже есть свои плюсы. Маша с S25 делал шортс. Кто? Владимир, привет. Юрий, привет. Не забываем прожать лайк, если дошли. Вас 161, а лайков больше, да, хорошо. Это новый ак, да. Я просто посмотрю, что он загрузился, и все. Иван, ну смотря на какой работе работаешь. Ну вот опять же, все, на какой работе, смотря ты работаешь. Вот можно, допустим, к YouTube. YouTube, наверное, моя работа, в каком-то мере да. Ну то есть не на 100%, я бы сказал на 30%. Но я не хочу выходных от него. А я 7 лет не хочу от него выходных. Я не сильно чувствителен, но иногда. Так, try again later. Рематч. Желаю скорейшей нормализации. Дмитрий Гордиенко. А, да, кстати, у тебя все норм? Почему мне опять интересные сообщения одни? В ожидании понедельника. Вот, Кларк. Крейзи, ну давайте в S25, вот все, железно. Я не знаю, почему у меня ак. Ну, ты хочешь, чтобы я вышел, зашел под новым аком. Ради чего? Слишком поздно уже сегодня, ночь. Может, даже завтра S25 я погоняю. Значит, надо разыграть еще Poco X6 Pro. Видишь, это все время какая-то боль. Ничего не хочет заходить. Лорин 65% и завис. И все, и вылетел. Вот у меня, кстати, есть смартфоны, с которыми такая же беда. Рематч. А, ты все равно тратишь? Ну, не так. Все равно. Мне кажется, не так. Короче, в топку. 120 FPS есть, и ладно. Warzone или Genshin? Genshin. Красивый, как аппарат, Владимир.
Какой вы хотите ответ? Зеленый. 36,6, Олег, температура. А у вас какая? Сразу видно человека, который следит за стримом, да? Компилируем шейдеры. Так, мне надо до 6 утра лечь, потому что если я в 6 утра ложусь, мне плохо. 30 минут и все. Борис, поздравляю. Да почему он компилирует? Да что за лабутень? Вроде все скачало. Шейдеры компилировать только сейчас он начал. Ждем-с. Еще и по 10%. Ладно, он по проценту лупил. Но медленно все. Владимир, нет, не сильно. Но вам же лень посмотреть стрим, правильно? А может и сильно. Будет секрет. За какое время? Мне в 6 утра, я говорю, до 6 лечь. В 5 я закончу, мне надо подсъемы еще поделать. Ты все обнову в начале спутала. Наверное, Кларк. А, да, кстати. Ильдар, да не. Я говорю, я готовил все в этот раз. Это реально, может, после обновы и правда такая лабутень. Призрак, я тут был. Хорошо. Президент, я бы не брал из 24 FE, поэтому я тебе не скажу, какие у него конкуренты. Ну, то есть мы с тобой такие, поздравляю, что ты урвал что-то, что я даже не готов покупать, потому что, ну, я считаю это недостойным обзора. Ну, или я недостоин этого смартфона для обзора. Хотя я такую лабутень покупаю лютейшую. Но чем-то даже руководствовался, значит, просто тебя можно поздравить. Хорошо, что ты что-то купил, что тебе нравится. Вот. Я формулирую это так. Добрый. Xiaomi в большей степени с обновами какие-то лаги. Ну, ждем. Видите, шейдеры. Ну, вот такая жизнь. Такой вот стрим. Не знал я, что так будет. Опа. Подстава. Самоподстава просто. Крейзи, спасибо, что ты дошел, но с Эляви. И с игрой, видишь, и с шейдерами.
Но на ютубе быстро все выгорают. Я вот так смотрю. Либо, знаете, ищут способ, как, ну, логично, с одного обзора иметь много просмотров, и типа тогда в топку больше просмотров. Или если нет просмотров, то перестают обзоры делать. Как-то... Ну, наверное, это правильно. Они зато находят что-то крутое, минимальное усилие, максимальный эффект. Но мы не ищем легких путей. Зато вон нас набралось 12 тысяч человек на канале для стримов. Очень круто. Жека, начало не успел. Ну... Начало было 115 минут назад, 2 часа. Кстати, да, уже 2 часа стримим. Стоило ли переходить с Redmi Turbo 3 с iPhone 12? Не знаю. Что тот супер древний, что тот супер древний. Это у вас надо спросить, чем вы руководствовались. В другой раз поиграем. Поиграем. Это вообще белуга, два разных смартфона. Один компакт, второй не компакт. К 15 Pro вообще скептически отношусь. Крайне. Потому что ты такая, ну, он китайский. И... кино. Белуга и Nokia 3310 тоже. Но просто рассматривать... Я говорю, я не понимаю, зачем покупают старые модели. Я не понимаю. Ну купи ты дешевле, но новую модель. Ну вот логика. Логика. Вы понимаете, что сам производитель забивает специально? Или... Говорю, я уверен, ну как им продавать новое? Замедлять старое? То есть покупая на год старший смартфон, ты имеешь 100% гарантию того, что твой смартфон уже как год хочет производитель, чтобы ты поменял. Каким способом? Думаешь, не найдет? Батарея с кремниево-углеродным анодом, все равно литиевые на них. Алексей, а почему ты их покупал как-то? Шириком. Ну вы же понимаете, что ширик это и есть то, на чем вы снимаете. Вы имеете в виду ультраширик? Но ультраширики только в ультрадорогих смартфонах. И они будут не особо топовыми. Если вам нужен ультраширик, вы покупаете GoPro за 20 с копейками и все. Если вам нужен ультраширик. Или я чего-то не так понимаю, можете меня поправить. Это Степ, Лорд, Official и Игорь. За 60 тысяч рублей Puro 70 Pro на маркетплейсе, где продают бушки, в идеальном состоянии 70 Pro, не 70, 42-45. Puro 70 это мусор, который за 30 тысяч рублей неразумно покупать, но можно. За 60 это просто стёб. Ну то есть их на вес должны продавать, как, не знаю, килограмм металла. Атовизм просто. Так забавно. Неужели реально думаете, что кто-то настолько глуп, что не будет гуглить, сколько потом, ну, за сколько он потом может купить этот смартфон? Точнее, продать. Их же уже продают. Не заменишь, что GoPro ничего рядом не снимает на камере смартфона. Ну, их дело зарабатывать деньги. Ильдар, нужно. Нужно. Да Дмитрий, это просто чувак стебется над всеми. Прикинь, но это как лохотрон, то есть кого-то подставить под покупку какой-нибудь неликвидной крипты, то же самое, что подставить под покупку какой-то пуры.
Ну, с нулевой ликвидностью. При том, что говорю, а когда про 70 Pro говорю 43-45, так их не покупает никто за 43-45. Прикол-то в этом. То есть это не их рыночная стоимость, это то, за сколько бы хотел человек продать, но не может. Магия, правда? Я зато в следующем, когда они 80-ю линейку выпустят, я буду говорить, вот она прошка, она сегодня 90, но пройдет каких-то 6 месяцев, и даже за 42 вы не сможете ее продать. Почему? Потому что это Huawei. И вы не в Китае. И даже в Китае бы вы не продавали, потому что их раздают на заводах. Ну, как бы, мне кажется, что их в бэушных вариантах нету. Только как подставка под книги, какая-нибудь там, типа, $2. Не знаю. iPhone 14 Apple вон продает. Так и бэушный он стоит 600. Почему ж 14? Ну да. И бэушный стоил 600. Я. А Пура стоит новая, стоила 900, а сейчас 400. Норм? Прошечка. А при чем здесь Apple? Почему всех, вот все, у кого нет денег, они рефлексируют по поводу Apple и Samsung? Вы не покупайте их просто и все. У богатых свои причуды. Они любят покупать и не терять деньги. А если у тебя чуть-чуть меньше денег, то ты можешь, в принципе, что-то выкинуть. И можешь пойти купить Huawei. То есть, ну, и как бы вам объяснить. Когда-то я тоже не парился по поводу этого. Но у меня тогда не было денег. Я вас понимаю. Но в каком-то период времени ты придешь к тому, что деньги имеют значение. И выбрасывать их на какой-то шлак неразумно. Неликвидный. Потому что это как ты покупаешь золотую цепочку. Ты, покупая Самс, раньше, вот в большинстве стран так и есть, ты можешь его по трейдину отдать за очень хорошие деньги. Тебе чуть-чуть надо добавлять. То же самое с яблоком. Даже не по трейдину можешь его продать за нормальные деньги. Какой лучший телефон для игр взять до $800? Рокфон. Любой. Я не знаю, сколько на улице, в кондишн у меня на 16 градусов указан. Ну, а сейчас выключен, правда. Владимира, конечно, они не теряют, как и ну, Samsung тоже не так люто теряют. Но Samsung очень тяжело было продавать. Вот S24 прям люто тяжело. Потому что там из-за этих регионов все 500 тысяч раз спрашивали. И Евгений Букин, привет. Кстати, у самсов кто-то в курсе, на 256 гигабайт медленнее память в этот раз стоит или нет? Или на 120... У них есть на 128 вариант? Белуга, ты только что сказал, что у тебя нет денег на телефон, и ты поэтому купил Turbo 3, но теперь ты спрашиваешь, какой топ до 50 до 100 тысяч рублей. Ты издеваешься? Или к чему это? Какие лучше носки купить, шерстяные или где логика? Или ты думаешь, что когда мы разговариваем друг с другом, я не запоминаю ники или кто-то что-то писал? За что? Алекс, я тебе расскажу страшную тайну. Айфоны, даже 6, 7, 8, 9, 10 реально продать. Это ты Xiaomi 5 не продашь. iPhone 6, 5, даже 5 ты продашь. Нет, ты издеваешься, потому что тебе эта информация не нужна. Ну, то есть, как бы это вопрос для вопроса. Так дети делают. Так, понеслась. Может, даже 20 минут, не знаю. Шейдер он тестировал, подлец. Так, стоп. $1200 люксов. Секундомер пошел. И проценты 37. 37%, 60 ставим. И... Как-то меня сегодня вообще особенно психоз ввели. В особый вид психоза. Балансы. Нет, перформанс надо. Все.
понеслась. Глянуть температуру. Он холодный, чего ты там глядеть? Ну, ты думаешь, я реально хейчу с S25 Ultra? Зачем? Зачем? Что он там перегрел? Вот что у него могло нагреться? Нет, это не 15, точнее. Видишь температуру? Все. CPU подорвался, потому что Game Boost включился. Здесь тоже перформанс. Все, он холодный. Холодный. Почему вы не верите мне? Зачем вы вообще приходите к чуваку, которому вы не верите? Это что за особая форма мазохизма? Идите к розеткиду, к Вилсе. Там все норм. Я бы сказал, вот я первый, по-моему, говорю, когда что-то начинает греться. Ну вот я говорю, что люди... Так. О, ничего себе, он даже долетел до него. Я первый раз его на дистанции использовал. О! Угу. Так, все, и жизни у него добавилось, да? Так. Да, 10-й самый популярный iPhone, и до сих пор его и бэушные покупают. Так это было 5 лет назад. 5 лет назад какой был? Samsung 8... Я даже не знаю, 8-й. Ну, короче, это... Так, стоп. О, все. А, то есть он еще не добился. Все, победили. А что у тебя с заводским браком на Neo 10? Денис, а что случилось? Какая логика? SS на 128. Там тип памяти другой, нет? Илья Садиков 20. Терпения не хватило. Ну, значит, все норм. Во всем есть свои плюсы. Ничего. Что, еще что-то? Так, окей. Так, надо что-нибудь другое. Рай. Да, почтой отправят, а почему нет? Что за брак, интересно? Ой, UFS 4.0, ну зашибись.
Как она заколебала. Зашел сказать спасибо. Вам спасибо, что смотрите, Гонза. Едет мой К-80. Ну, супер. Я рад, что ты рад. О. Стрим с CS25 с Samsung, что ли? Никакой, Лев. Никто без света не снимает. Что лучше снимает вечером, смотрите примера. У меня там половина, наверное. Так, тихо. Нет, там обычно дешево в Китай отправлять. Смотря с какого региона. Вот, допустим, я в Китай ничего отправить не могу. Секунд. К сожалению. То есть отсюда телефоны в Китай не отправить. Из Китая можно, а сюда... Вот, ничего себе, почему они пришли? Не понял. А, это типа пока не разрушен этот? Или чего? А, нет. Да. Второму разу просто комплит. Чего-то там комплит. Марик, спасибо, что зашли. Белуга, да, в Тае сейчас. Ну, обычно в разных странах. Просто последние 6 недель здесь. Defense, Mission Accepted. Старт. Угу. Так. Так, откуда? Ага. Так, и... Все, третья тусовка. Опа. Как я его не заметил-то. Так, все, тач окей. Тач ушел. Тач вышел из чата через 10 минут. Не идеально, но как бы... Пока 60 FPS он показывает при том. И яркость чуть-чуть сбросил. Но сейчас закончу миссию, покажу. Все. Mission completed.
Но опять же, он чуть сбросил яркость вроде. 700 люксов, да. И греться начал. Чуть-чуть. Так, тихо. Угу. Straight of the heart. И чего, куда делать? Ага. И же надо... Так, секунд больше стало, да? Больше секунд стало. И еще больше. Тихо. И золотой тип. Mission completed. Так, и чего дальше? Все. Когда спать будем? Когда 20 минут еще пройдет? 18. Потому что нет китайских, точнее, глобальных. Просто. То есть фанаты, которым нравится Xiaomi. Но я думаю, что таких минимальное количество. Именно, чтобы китайские флагманские смартфоны. Но, опять же, есть. Ты, в принципе, получаешь в итоге топчик за не очень дорого. Какой камерафон лучше взять? Топ-10 камерафонов на канале Польза.нет можете посмотреть. После Samsung 25 Ultra, перейдя на 14 Ultra от Xiaomi, ну, значит, вас устраивает Xiaomi. И все. А какие будут с проблемами, Александр, по-другому работать? Что купить-то? Ничего, Эмиль. Если вы устали смотреть обзоры, чтобы потратить деньги свои, деньги вам не нужны. И вы можете делать любой выбор. Если вы не можете его сделать, лучше не делайте выборы. Все, и сэкономите деньги, и все. Или купите что-то самое дешевое. Про смартфоны более-менее адекватно Poco M6 Pro можете купить. Еще он сбросил яркость. О! Ух ты, ничего ж себе, у него уронище. Просто уронище, не урон. Ой, он еще летает. Тихо. Невзрываемый какой-то. Почему это? Да, Redmi Note 10 можно. Вообще все, что угодно фоткает, как что угодно. Go to the gates. Не вижу. Что сюда? Samsung уже не та. Хорошо.
А Xiaomi то ультра. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто зашел. Я очень ценю, что вы интересуетесь железяками. И вашу поддержку тоже ценю. Так, понеслась. Без вас столько контента бы точно не было. Ален, 17 Pro самый идеальный смартфон на планете, потому что его не существует, и он выйдет только в октябре или в сентябре. Вот. Поэтому однозначно это самый безопасный смартфон, как минимум. О, ничего себе, электро. Ага. Нет. Значит, таки огнем я правильно луплю. О! Слаймы. Слаймы собрали все. Так, куда-то я не туда выбежал. Ну ладно, рано или поздно прибегу туда. Где ИИ убрала фото. Я не говорю, мне все эти... К чему это все? Вы к тому, что ИИ где-то лучше, чем где-то, или к чему? Photoshop в помощь. Stones Gate. Touch все. Touch вышел из чата. Прямым текстом. Но, видите, 60 FPS он держать старается. — 19 метров. О, дошли. Ну, было бы плохо, если бы ты расстраивался и тебе не радовало то, что ты выбрал. Я рад, что ты выбрал что-то. Подождите, вот давайте весь мой тупой сарказм выключаем, и если вы что-то выбираете среди флагманов, все флагманы крутые. И все. И везде и шляпа, да. До нее везде можно добраться, чтобы сказать, что она плохая. Ну что, S25 не пришла обнова никакая? Ну, грустно. Короче, то, что мне в 72 штуки вышел S25 на, получается, 512 гектар, это зашибись. Правильно? Тач. Что с тачем? Нехорошо. Нехорошо. Так, куда нам дальше? Что мы еще хотим? А, подождите, что-то мне показывает. Куда-то мне надо телепортнуться. Сюда. Каждый по-своему уникален. Опа, да, но он супер непопулярен, но он очень крутой. X8 Pro тоже. Мне он понравился. Так. Да. Без кулера не то. Не зачет.
Нет, я не обращаю внимания на SAR, потому что я смотрю на воздух, у меня здесь 160, и мне как-то... Мы все рано или поздно... Никто не будет вечно жить. Хотя, с другой стороны, может быть, наука на вашем поколении, если кто-то юный, еще и найдет способ жить вечно. Кто бы скопировал, кстати, себя в цифре? Поставьте плюсик. Кто бы реально себя в инет скопировал бы в цифре? Кто бы был готов? Я, мне кажется, не смог бы себя, не захотел бы копировать. Даже перед смертью может. Может, только перед смертью. Я бы перед смертью, может быть, не испугался бы. Ну-ка, где тут мне апать? О, Activated. Что я не активировал? Ничего. Я ничего не активировал. А у этих типов у меня активировать надо. У этих ничего не активировать. О, а здесь и так все активировано. Ладно, в топку. А здесь чего? Как мне его улучшить-то? Да и ладно. Так. Скопировать, не вырезать. Ну да, перед смертью-то можно уже. Но мне кажется, что реально через лет 20 уже можно будет сознание копировать. Если еще нельзя. Мне кажется, что может уже можно. Просто нам не говорят. Для кого-то можно. Цифровизация через госуслуги скопировать себя. Было бы забавно. Викторов, Крия заморозку. Да, какие-нибудь зеленые человечки, чтобы тебя просто, прикинь, размораживают и потом пытают. Вечность. Не-не-не. Хотя, с другой стороны, и сознание также можно пытать, если ты скопируешь вечные пытки. Короче, не, лучше, наверное, не копироваться. Да. Сэмпл, ну, как бы вечная жизнь, не знаю. Claim. Все хорошо же. Кулер для смарта есть смысл, если играешь, Николай. Но только если играешь. Если не играешь, то нет смысла. Угу. Еще показывают, куда бежать. А далеко, интересно, нет? О, всякие дома. Эмиль, мне 41. Я не молод, я древен. Если я раньше говорил, что я просто древний, а так я трындец какой древний. 41 годик. Так. Я и есть хочу уже. 24 минуты, еще 5 минут мы поиграемся. Все флагманы крутые. Эмиль, нормально. Ну, еще пока живой. Самое главное. Может быть, будет Алекс. У Опа же есть аналог. Может, он встает не только на Опа.
А чего мне радуется, что ты тоже Битмен древний? Нет, я не... Ну зачем? Ну все, Альбиона. Все? Платить за сервер взамен за коммуналки, да. Челик, да какая разница? Спасибо большое, это просто свет хороший. Ильдар, конечно, беспощадно. Евгений, всегда iPhone 16 Pro Max, до этого 15 Pro Max, до этого 14 Pro Max, до этого 13 Pro Max, потому что на них можно снимать видео, которое потом выгружать в YouTube, и потом вы его смотрите иногда. Канал Польза.нет, напоминаю. И еще там можно безопасненько. Ну и чего тут? Set Active Chart. И чего? Еще и игры, короче, азартные сюда добавили, да? Давай, все, всех. И да. Так чего мне надо? О, ничего что ли. Да, жесть. Заморозка, да, дешевле, ну да. Не факт, что дороже, кстати. Подождите, там же еще будет повышение тарифов. Не факт, что будет дороже. Так, ну и чего? Почему на дворе? А, еще раз типа надо? Какой-то сюр. Ну, рано или поздно победят. Все, ура. Миссия выполнена, надеюсь. Так, пока мы играли, 30 минут прошло, все, зашибись. Как раз отдохнул. Если играть параллельно, то все будет хорошо. 800 люксов, 900. Все, зашибись. И 27%, а было у нас... Сколько было процентов? Напомните, пожалуйста.
Очень просто, Алекс. Я и до этого ходил по клубам и не пил. Люди идут знакомиться и танцевать в клубы. Те, кому надо для того, чтобы танцевать и знакомиться, алкоголь, те употребляют алкоголь. Алкоголь можно употреблять вне клуба. Можно употреблять в баре, можно употреблять дома с друзьями. 37. Значит, 37 минус 26, то примерно 22% в час. Очень даже неплохо. Нет инфы камерафон до 60. Очень жаль. Есть топ-10 смартфонов для видеосъемки. Посмотрите, и будет вам радость. А еще можете смотреть все обзоры на смартфоны до 60 тысяч рублей и смотреть примеры их видео и решать, устроят ли они вас как камерафоны или нет. Потому что вы делаете? Вы хотите, чтобы вам предложили аналог айфона или самсунга топового за меньшие деньги. Его нет, этого аналога. Его нет. Но вы можете посмотреть обзоры и что-то, что может вас гипотетически устроить. Honor 200 с его 4К 30 FPS, Poco X7 Pro с его понятно какой камерой, Xiaomi 14T. Все это может вас устроить, а может не устроить. Samsung S24. Но для этого надо включить голову и начать смотреть обзоры. Примеры камер там у меня миллиарды в каждом обзоре. Так что девайсу от меня да или нет, узнаем в конце обзора завтра. Посидели хорошо. В следующий раз будем S25 жарить и заодно разыгрывать Poco X6 Pro. И помним, что в ВК у меня есть группа по отзывам. Народ в 99% случаев пишет, что победили. Но у меня розыгрыш один. Один месяц, в следующем месяце будет 2. Потому что я буду еще разыгрывать Poco X7 Pro, который Limited Edition. Дмитрий, спасибо, что зашел. Евгений, Александр, Курочка, Света, Иксы, Павел, Владимир, Апоссум, если досидела, Челик, Максим, Ильдар. Все, огромное всем спасибо за стрим. Да, выспаться, мне пойти надо подсъем делать. Так, всем добра, огромное спасибо, что зашли. Скоро начнется интересная всякая штука. Евгений, лучший, Блэк Волфсон, Апоссум, Павел, еще раз, Владимир, еще раз Александр. Все, всем добра, увидимся завтра, послезавтра, я думаю. Посмотрим.